Шел 1620 год нашей эры. Мы выпили с Рузвельтом почти весь мой винный погреб и после лежали пластом еще несколько дней. Вылетев немного из реальности и вернувшись обратно, я вспомнила, что как бы я строю великое государство, и мы на пороге великих открытий. Резко все стали супер образованными, и благодаря этому мы получили возможность в дальнейшем изучить все, что мы уже изучили. Образование было связующей цепочкой с остальными технологиями, однако не была конечным вариантом. Теперь мы перешли к национализму. Национализм — это не истребление других рас, как многие почему-то думают. Если вы будете смотреть конкретно по словарю, то национализм — это идеология и направление политики, основополагающим принципом которой является тезис ценности нации как высшей формы общественного единства, ее первичности в государствообразующем процессе. Как политическое движение, национализм стремится к созданию государства, которое охватывает территорию проживания нации и отстаивает ее интересы. Для тех, кто на бронепоезде, то я вам открою тайну, что любая страна считает себя лучше всех. Мы, кстати, тоже не исключение. Так что, пожалуйста, добрые люди, не путайте национализм с фашизмом, где очень любят геноцид. В государстве в то время строился первый университет. Шанхай продолжал радовать меня своими талантами, благодаря тому, что я не забросила их, а дала им все самое лучшее для их восхождения на Олимп. Благодаря этому таланты никуда не сбегали и оставались в моей стране. Дружественная Монголия решила отдать нам астрономию, обменяв ее на наш печатный пресс. Да, я не против. За последних несколько лет это была отличная сделка. Также мы отдали гильдию и взяли либерализм. Пользоваться им мы, конечно же, не будем, ведь у меня в государстве диктатура и женская тирания. Боевые слоны росли быстро, солдаты крепчали. Я уже планировала свои первые военные походы, именно поэтому мы готовимся так долго. В это время мы изучаем астрономию. Астрономия побуждает душу взглянуть ввысь и уводит нас из этого мира в другой. Она открыла нам дорогу к научному методу и физике, и это, на минуточку, 1675 год нашей эры. И я считаю, что мы двигались не так уж и медленно, и я не была такой заурядностью, какой соседи видели меня. Либерализм открыл нам дорогу к свободе слова и свободе совести. Вот последнее особо меня тревожит, и самое смешное, что из-за этого мы можем плавно перейти в коммунизм. Возможность переворота я пресекла на корню. Мне надо страну строить, а не слушать оры людей о свободе. Имея при себе астрологов, гадалок, волшебников и прочей нечисти, я с удовольствием заглянула в самое сердце планеты. Таким образом, я могла посмотреть, что происходит у других людей и государств. Надев шапочку из фольги, я погрузилась в астрал и начала шерстить между деревьев в поисках ценной информации у своих соседей. И соседей, их соседей, и соседей, их соседей и так далее. Ничего интересного я не нашла, но зато было прикольно посмотреть на планету, будто я Господь. В Шанхае строилась первая обсерватория. Нанкин был полностью занят строительством портов, судов и прочего, и я решила немного разнообразить их жизнь. Мы построили театр для народа. Теперь в выходные они смогут насладиться прекрасными спектаклями, ведь у меня в государстве живет лучшая труппа и лучшие артисты, и внезапно я узнаю, что я снова стала легендой. Мы изучили такое понятие, как национализм, которое открывало для нас воинские традиции, конституцию и фашизм, которым я бы не хотела пользоваться. Последующее, за что мы взялись, была химия. Это был прорыв. Мы стали понимать такие вещи, о которых даже и думать не могли. Теперь мы можем двинуться в такие глубины, как биология и паровой двигатель. Настало время изучения конституции. Монголия все так же продолжала с нами дружить. Мы обменялись мехами на красители, и я понимала, что больше ко мне никто не приходит. Рузвельт-то понятно, скорее всего, он еще пытается встать после попойки, но тот же Цезарь и продажный Манса также пропали за горизонт, и я стала думать, возможно, кто-то помимо меня пытается собрать вокруг себя соседей и объединиться. Будет день, будет пища, как говорится, и мы пошли дальше. Экономика далась нам нелегко, однако мы смогли ее осилить. Она открыла для нас свободный рынок, который и так был, но самое главное, теперь мы могли создавать корпорации, и это отлично. Я смогла возглавить лучших
наших руководителей, инженеров, строителей, которые считались не просто лучшими, а самыми лучшими в моем государстве, которые приносили не только хороший доход, а также саму работу, которую я видела из окна каждый день. Мне нужен был результат, материальный, чем отчеты и диаграммы, которые меня не интересовали. Этим и занимались обученные люди. Менялось не только благоустройство, а также мода, стиль, поведение людей. Прошли времена, когда я ходила в огромном китайском халате, все перешли на костюмы, однако я все-таки смогла сохранить халатный стиль в одежде. Немного стала скучать по временам, когда мы все жили в одноэтажных домиках, людей было мало, и мы знали друг от друга по именам. Сейчас же это огромная территория с настолько разнообразными людьми, животными интересами и взглядами на жизнь. Но всех нас объединяло одно – мое правление этой великой китайской империи. Блаженный Августин появился в лучах Господа нашего. Святой Августин жил в 354 году и был философом и епископом Гиппона-Царского в Нумидии, Римской Северной Африке. Такого деда я не хотела отдавать никому, пусть философствует у меня на территории. Конституция теперь у нас есть. Конституция! Ни один свободный человек не может быть арестован, заключен в тюрьму или подвергнут иной каре, иначе как по суду равных ему и согласно законам страны. Мы все похлопали и пошли дальше. Перепись населения показала, что в моем великом государстве проживает уже 5 миллионов человек. Это прекрасная новость. К нам стекались со всех краев земли, и это даже не середина пути. Внезапно пришло известие, что наш кораблик потопили какие-то твари. Мы стали готовиться к наступлению и защите наших берегов. Неспроста пришла эта новость. В Пекине строился новый университет, и так как в моем государстве все университеты были государственные, то и любой желающий мог учиться в нем бесплатно. Петр опять стал орать в моем доме и требовать от меня приостановления торговли с Рузвельтом. Петр, ты достал, сиди молча и молчи, что ты орешь? Я его выгнала и пошла дальше работать. Нам потребовались супер навороченные тюрьмы, чтобы сдерживать преступников от законопослушных граждан. Пекин внезапно стал радоваться, и мне захотелось узнать, что же там происходит. Я же близка к народу. Оказывается, они были счастливы как образованию, так и продовольствию. Люди получали лучшие фрукты, овощи, ягоды, а также могли устроиться на любую работу и получить несколько специальностей. Погодка в этот день также радовала своим солнышком. Внезапно весь народ стал счастливый, а я была счастлива, что они счастливы. Корпорации давали свои плюсы, но минусы тоже были. Мы еще не знали, что нам даст конвейер, но ассоциации были не очень хорошими. Ученые стали изучать научный метод, дабы применить его на практике. Нам требовались лучшие умы и способности реорганизации наших работ. Теперь я не могла за всем следить, но мои верные товарищи уже вовсю готовили новый план работ, аналитику, собирали статистику и выстраивали лучшие решения, которых не было нигде. Несмотря на то, что уже появились корпорации, у меня все еще были рыцари. Да, время тут идет не так, как везде, и поэтому надо было что-то с этим делать. Параллельно с выстраиванием военной техники я не забывала о Господе нашем, и мы построили отдельное место для спокойствия ума и тела. Буддийские храмы в моем государстве имели особое значение. Здесь люди могли не только отдохнуть, а также успокоить свои нервы и работать еще лучше, или же уйти в скитание. Несмотря на мою диктатуру, я уважала мнение людей, и если они понимали, что нашли себя в этом мире не в социуме, а за пределами материального, то они обязаны были посвятить этому жизнь. Государство также поддерживало жизнь храмов и монахам, несмотря на то, что они все равно имели минимальную работу на полях, чтобы прокормить себя, а также я лично проверяла храмы на санитарию и следила за порядком, дабы умы были свободны и чисты. Я слышала, что неподалеку все так же расцветали развлечения Папы Римского, однако мы не потерпим такого на нашей узкоглазой земле. В действительности философия буддизма сильно отличалась не только своими традициями, а также была более аскетирована, нежели другие. Сама суть познания себя через медитации давала людям лучшее понимание как мира внешнего, так и внутреннего. Монголия решила взять у меня химию, и я согласилась. Не с радостью, конечно, меня стала напрягать эта история с подачками, однако пока что надо было терпеть. Внезапно Монголия начала требовать от меня, чтобы я порвала с малийцами. Я тут вообще при чем? Какие малийцы? Меня подпирает Цезарь слева, справа я так и не поняла, кто сидит. А также мой корабль ушел в небытие, потому что кто-то его потопил. Какие малийцы? Ты о чем? Иди отсюда и не мешай мне работать. Случилось невероятное. Мы перешли в новое время. Причем новое время — это всего лишь период между средневековьем и новейшим временем. То есть это не наше с вами время, а всего лишь переход. И, наконец, мы приступили к изучению стандартизации. Теперь ко мне стали приходить соседи и рассказывать,
рассказывать, как мне жить. Интересно, видимо, я совсем погрязла в делах и не поняла, с какой стати ко мне, между прочим, легенде, стали приходить другие люди и рассказывать, как мне строить свое государство. Ну, давай послушаем, что ты, сосед, мне предлагаешь. С какой-то стати я должна перейти на свободный рынок, потому что все уже перешли. А если все начнут с крыши прыгать, ты тоже прыгнешь? Обдумав данное решение, пришлось соглашаться и идти в ногу со временем. Свободный рынок. Фе. Свободный рынок – это торговля без внешнего вмешательства. Теперь я могу только оберегать торговые площадки, а что-то изменять в них я не могу. Все свелось к защите и предоставлению территорий. Какая прекрасная в кавычках концепция. Благодаря этому я получила стандартизацию, теперь мне не нужно ее долго изучать. Она давала нам нарезные стволы, и мы приступили к физике. Параллельно с технологиями строились новые суды, где теперь мы решали жилищные условия на более современном уровне. Защищали невиновных и наказывали преступников. Манса решил дать там нарезные стволы в обмен на научный метод. Пожалуйста. Не зря же я не пошла на поводу у Монголии, которая требовала, чтобы я прекратила с вами дружбу. Вот почему надо дружить со всеми. Нарезные стволы открыли нам путь к артиллерии и ракетостроению. Все рыцари переквалифицировались, и тут у нас была более новомодная армия. Ночью, пока я видела седьмой сон, ко мне приперся Петр. Рыдал в 3 ручья и просил, чтобы я прекратила сотрудничество с Мали. Я не знаю, чем в последнее время всем не угодили Мали, но мне вот вообще невыгодно с ними расставаться. Я всю ночь слушала рыдающего о том, как его все обижают, и надо идти со всеми воевать. Я спокойно проводила его до двери и ушла спать только под утро. Благо Монголия порадовала, дала нам демократию в обмен на научный метод. Демократией я пользоваться не собираюсь, однако пусть лежит. Благодаря демократии мы сможем узнать, что такое электричество, авиацию и артиллерию. Причем тут демократия и электричество, я не знаю. Вот мы и пришли к демократии. Она была скорее иллюзорна, чем настоящей, и давала возможность избирать нового правителя. Так как в моем государстве единственным правителем навеки вечно могу быть только я, то мне такие условия не нужны. Равноправие тоже странная история. Женщины и дети и так в моем государстве всегда имели вес, так что для нас это скорее были всеобщие правила, которые были у всех и не более. Пришла Елизавета выпрашивать стандартизацию. Надо бы ее свести с Петром, они оба меня уже подзадрали. Я также оставалась легендой, но дышать становилось сложнее. Дело в том, что в последнее время соседи стали часто ругаться, и мне это не понравилось. Я изначально готовила армию для нападения, однако пока еще оттягивала этот процесс. Ссоры вокруг меня создавали не очень хорошую атмосферу, и теперь уже война была не в сказках или во снах, а наяву. Я чувствовала запах дыма, я видела, сколько у меня людей. Мои технологии, которыми я не делилась, интересовали и других. Моим главным соперником был Рузвельт, и при этом мне нужно было сохранять спокойствие перед народом и не рассказывать, а тем более не показывать моего переживания за свои границы и свою страну. Впереди наступали не очень хорошие времена. Сейчас технологии меня мало интересовали, я была сосредоточена на обстановке. Тучи сгущались, нам не хватало места, и я все больше засматривалась на земли Цезаря. Его народ голодал и был недоволен правлением. Я бы легко смогла их забрать к себе, учитывая, что мой народ был уже сыт и счастлив. Я стала думать, я стала готовиться, и чем больше я планировала захват, тем все яснее проявлялась мысль, что мы можем потерять все. На этом 3-я часть приключений закончена. Услышимся в 4-й.